Привет, 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 песеры, с вами Морж. 11 мая у нас на календаре, четверг, небольшое обновление в нашей игре. Ну и само собой новые эпичные игроки, новая команда недели, а также стартовал у нас новый сезон, который будет посвящен клубам. Добавили нам новые номинальные контракты. Короче, достаточно много всего интересного, есть чем разбираться. В общем, потихонечку мы этим делом заниматься и будем. Значит, по соревнованию, как обычно, у нас появился матч против ИИ, где можно получить бесплатную крутку на команду недели. Обязательно проходим, обязательно получаем, кого-нибудь из команды недели выкручиваем. Далее обновились у нас пропуска, и здесь появились вот такие игроки за пропуск. Фафана и... Кто это вообще такой? Вирман или Джирман, Вирман, да? Не думаю, что игроки прям хороши, тем более Фафана сейчас у нас есть в команде недели. Как бы дать 94-го в команде недели, потом дать еще и за пропуск. Ну, достаточно странное решение от Konami. Могли бы хоть каких-то более-менее уникальных игроков сюда запихивать. Само собой, прошел я уже соревнования английской лиги, бесплатную крутку на команду недели я забираю. И давайте смотреть, чего у нас здесь добавили. Само собой, по номинальным контрактам поговорим, что тут за игроки, кого из них я буду брать, кого я не буду брать. Хотя, я думаю, вы и так все догадываетесь, что набор игроков у нас в этот раз прям какой-то не очень. Мало того, что блевотный просто дизайн, мне дико не нравится, что это вообще за цвет. Игроки... Ну, такое себе, из явно не самых популярных клубов. Разве что Бернардо Силву я, скорее всего, возьму себе под Манчестер Сити. А вот нужен ли мне Мендеш под ПСЖ, я, если честно, не знаю. У меня, по-моему, есть он от команды недели, поэтому такое себе. Остальные, ну, даже глазу зацепиться не за что, к сожалению. Также появились у нас игроки за номинальные контракты от J-лиги. Любят японцы своих, конечно же. Ну и если у вас трехзвездочные контракты есть, да, лишние. Вот за трехзвездочные контракты можно кого-то набирать, чисто чтобы проходить ивенты. Я обычно трехзвездочные контракты сюда и сливаю, потому что больше их сливать, к сожалению, не на что. А тратить на этих игроков четырехзвездочные контракты, а иногда бывают тут еще и пятерки, как по мне, это кажется полнейшее расточительство. При этом у нас как бы в игре есть еще и двухзвездочные контракты, но что-то двухзвездочных игроков я вообще припомнить не могу. Ладно, трехзвездочные сюда сольем. В принципе, возможно, эти игроки в каких-то ивентах пригодятся. Ну и появилось у нас вот такой еще пак с типа игроками J-лиги лучшими за год. Я не знаю... Работает ли этот фан-сервис или не работает, открывают их в самой Японии или не открывают, но, блин, 100 игроков, все за золото, и на выходе ты можешь получить, мягко говоря, да, усиленные карточки, но, мягко говоря, говно полнейшее, а при том, что если ты не получаешь усиленные, тут, смотрите, вообще двухзвездочные игроки, тратить на все это золото, ой, Konami, я не знаю, что вы творите, но мне кажется, такой товар достаточно сложно продать. А также у нас появляются... звезды японской лиги, и здесь у нас присутствует Зика, которому уже 40 лет, в конце карьеры он играл, собственно, в Японии, но не думаю, что многие за ним пойдут, что-то мне так кажется. За Арсеналом пойдет большее количество людей, в принципе, здесь неплох Мертезакер, высокий, крепкий, сильный, дичайшие статы в защиту, но удивительно, не самый большой рейтинг будет на максимальной прокачке. И Жилберто Силва, конечно же, со стилем якорь, крайне надежный опорник, в паре с Веерой вообще создаст стену у вас в центре поля. Ладно, переходим к команде недели. Кто здесь мне интересен? Я, в принципе, в своем телеграме это уже опубликовал. Ссылки на него в описании, в закрепленном комментарии. Там же ссылки на мою личку в телеграме, если вам нужно задонатить с российских карт на мобилочку. Меня здесь интересует Гюндоган. Получает он позицию опорник и стиля штрафной до штрафной, то есть на центральном полузащитнике работать будет. И, по крайней мере, сайты показывают по сумме статов, он будет 99-м центральным полузащитником, что очень даже мега круто. Да, он не слишком хорошо будет иметь в защиту, вот, но при этом классная дрибла, классный пас. В общем, Гюндоган мне пригодится, тем более для моего состава Манчестер Сити. Также меня интересует Сане, который получил на стиль атакующий полузащитник. И опять же, сайт показывает, что на левом нападающем он будет иметь рейтинг 97. Вот такие дела. Ну и, возможно, Фабиан Руис под состав ПСЖ тоже мне бы пригодился. Остальные, в принципе, мне...
Да, наверное, больше отсюда никто не нужен мне. 4 попытки, 1 бесплатная, 3 за золото. Ну и будем надеяться на хороший улов и что мне действительно выпадут те игроки, которые мне нужны. Жалко, что у команды недели, опять же, у нас всего лишь... Ну тут ладно, хотя бы есть еще 1 бесплатная, всего лишь 4 попытки. Все-таки хотелось бы побольше. Итак, Франция, здесь может быть ПСЖ, а может, конечно, быть и не ПСЖ. Здесь как раз не ПСЖ и получается. Бывший игрок Арсенала, Ляказет, мне выпадает. Получил он, собственно, карточку от команды недели за покер в Лиге 1. Ну, вряд ли я буду его использовать, хотя, может быть, в какой-нибудь сборной Франции можно будет за него побегать. Ну, пока не то. Пока немножечко не то, все-таки хотелось бы, чтобы выпал мне Фабиан Руис из Лиги 1, но пока Ляказет. Ладно, второй пак открывается, давайте смотреть, чего мне здесь выдаст. Снова Франция. Тут Фофана просто еще может выпасть, ну вот как бы так. Ну что, Руис, не Руис? Да, все-таки Руис мне выпадает, синяя форма, отлично. Вот в состав ПСЖ он мне залетит 100%, если я не ошибаюсь, у меня в ПСЖ его обычная карточка. Ну, сейчас глянем на самом деле, когда закончу покопанинг, куда мне его можно будет поставить. ПСЖ, хорошо, ПСЖ. И 2 попытки у меня еще остается. Надеемся на Сане и надеемся на Гюндогана. Хотя, конечно, вероятности, что с 2 попыток мне сейчас выпадет 2 нужных игрока, крайне мала, так сказать. Италия точно уже не Гюндоган и не Сане. Лукаку, Возможно, Лукаку, я прям угадываю. Да, Лукаку мне и выпадает. Когда-то дико я обожал этого центрального нападающего, но, к сожалению, в 23-й части от него осталась бледная тень того Лукаку, который был, собственно, в 21-й части. Там он разрывал. А в 19-й части, какой он имбой был, это просто было что-то неимоверное. Ну и последняя попытка, не знаю, вот если бы мне сейчас дали выбор между Гюндоганом и Сане, я бы, наверное, выбрал все-таки Гюндогана. У меня как бы тоже есть его специальная карточка, как и Сане есть специальная карточка, но меня снова отправляет в Италию. Да, вот, навыбирался, так сказать. Ой, хрен тебе на воротник, Морш, а не тех игроков, которых ты хочешь выбить. Эрнандес мне выпадает, левый защитник Милан. Есть он у меня от команды недели чемпионата мира, то есть от сборной Франции, поэтому нужно будет просто сравнить, какая карточка лучше. Милан, к сожалению, на этом аккаунте я не собираю. Ну что ж, в принципе, один игрок из тех, которые мне нужны, выпал, да. Да, кстати, вы только что увидели схему 4-2-4 в игре, да, у меня на аккаунте. Ребят, нельзя сейчас ее поставить, ну нельзя, ну нету ее. Надо было раньше ставить, когда была возможность. Так, ПСЖ, вот он. Вот он, мой ПСЖ. И Фабиан Руис, да, у меня только обычная карточка его была. А теперь становится вот такая. И становится все это дело посимпатичней. Ну да, вот Мендеш у меня есть команда недели. Не знаю, стоит ли его брать за номинальные контракты. Ну что ж, вот такой покопанинг получился у меня. Пиши, открывал ли ты эти паки, что выпало тебе. С удовольствием тебя поздравлю, если у тебя хороший улов. Сегодня ближе к вечеру, ребят, поговорим про игроков за номинальные контракты. Как вы понимаете, там немного интересных, мягко говоря. Но все равно это стоит обсудить, глянуть прокачку и все остальное. Эпиков откроем завтра. В общем, все по стандарту. Так что далеко не разбегаемся. На этом прощаюсь. С вами был Морш. До новых встреч. Пока.